Благодаря ТикТоку я квартиру купил. И это уже, конечно, совсем проституция. Папа, ты был полицейским, юристом, ты стал тиктокером. Ты, на самом деле, занимаешься не искусством, а так просто тиражируешь свои карандаши. У тебя 10 тысяч долларов карандаш стоит? Не думай о деньгах. Вот просто не думай о деньгах. Папа липсить заставляет, задолбал. Что такое ТикТок? Там обычный человек становится звездой и становится миллионером. Деньги под ногами просто валяются. Ходишь, вот просто топчешь деньги, не переворачиваешь, они там гниют. Forbes Digest. Привет, друзья! Это Forbes Digest, Ярослав Бабушкин, и сегодня мы в Уфе. За моей спиной памятник поэту Салавату Юлаеву, а мы приехали в гости к Салавату Фидаи, скульптору, тиктокеру. Его работы известны по всему миру, я думаю, вы тоже натыкались на эти видео с карандашами. В его аккаунте в ТикТоке более 10 миллионов подписчиков. Среди его клиентов коллекционеры, участники списка Forbes, мировые звезды. Он делал проекты вместе с HBO, Marvel, сериалом «Игра престолов» и Джастином Бибером. Сразу объясню, почему стоит посмотреть это интервью. Сегодня вас ждет не очередной разговор с зумером-тиктокером, который 18 лет заработал миллионы. В 40 Салават комфортно себя чувствовал в офисе коммерческой компании, но не был счастлив и решился уйти из зоны комфорта, из уютного офиса, чтобы стать художником. Со стороны кажется, это абсолютно взбалмошное, эмоциональное решение, я бы даже сказал, каприз взрослого мужчины в разгар кризиса среднего возраста, особенно если учитывать 3 детей и кредиты. Но у него получилось найти свою дорогу к счастью и успеху. Сейчас его карандаши стоят по 10 тысяч долларов. Себестоимость у них в пределах 100 рублей. Очень крутой бизнес, как мне кажется. Пойдемте знакомиться. Forbes Digest. Салават, расскажи, чтобы мы понимали свою структуру доходов в ТикТоке, да и вообще. Как вот такой современный художник может сейчас зарабатывать? Можно в процентах приблизительно, сколько приносит реклама, например? Ну, очень по-разному. Иногда ценник может начинаться там за видео, ну, могу честно сказать, там от 500 долларов, да? Иногда может быть там в 10 или там в 20 раз выше. И доходы, соответственно, тоже очень вот такие скачущие. То есть так же, как и, например, у той же Дины, если крупный бренд ее подпишет на несколько роликов, это будет хорошая сумма. А если это будет всего один ролик, раскрутить одну песню, к примеру, да, поучаствовать, это будет маленькая сумма. Также здесь. С кем ты работал, такие громкие имена нам? Ну, я думаю, практически со всеми кинокомпаниями западными, которые делают блокбастер на наших киноэкранах. Marvel? И Marvel, то есть это уже Disney, и 20 век Fox, и Leica Studios, допустим, и Warner Brothers, то есть практически для всех. Но делал персонажей тех блокбастеров или мультфильмов, которые вот сейчас пойдут на экран. Ну, насколько я понимаю, у тебя доход идет не только от рекламы, ты делаешь свои карандаши на заказ для людей. Что еще? Первое вообще, с чего началось, наверное, да, это когда я стал увлекаться миниатюрным искусством. То есть сначала были картины. Картины я писал маслом, это было классно, клево, но их очень тяжело продавать за рубеж, потому что нужно пройти очень длинный путь бюрократический наш, чтобы вывести картину за рубеж. Российская Федерация защищает свои, так скажем, картины маслом написанные. Я поэтому и завязался этим от того, что тяжело продавать за рубеж. В России ты никому не нужен, весь покупатель там. Поэтому я перешел на другие материалы и стал интересоваться миниатюрой. Сначала это были коробки, потом семечки, там, семена различных растений, это миниатюра, и потом так нашел карандаши. И карандаши зашли лучше всего и по цене, и по спросу, и по отзывам в соцсетях. Решил этим заниматься, мне это творчески интересно. Вот, поэтому получилось так, что карандаши нужны коллекционерам, карандаши нужны музеям, карандаши нужны рекламодателям. Да? И несколько музеев у меня выкупили коллекцию, то есть музей в Австралии, музей в Соединенных Штатах, музей в Санкт-Петербурге, это пока единственный музей в России, который заинтересовался искусством, «Русский левша» музей. Вот. И коллекционеры постоянно заказывают со всего мира, так скажем, да, то есть личную коллекцию. Чаще они объясняют тем, что это просто, ну, что-то прикольное, что-то интересное, дарят в подарок,
известные персоны друг другу дарят, бизнесмены крупные друг другу дарят. Потому что, как говорится, когда человек уже нечем удивить, чем его еще удивить, да, то есть и вот, оказывается, нашли такого, как я, то есть они могут вот этим удивлять. Вот. Есть коллекционеры, которые покупают и убирают в стол, или там в шкаф, или в сейф. Я у них спрашивал, почему так делаете, а я всегда интересуюсь, куда пойдет эта работа. Прошу, чтобы сфотографировали, где она теперь, как она живет, да, как она пристроилась. Вот. Многие мне говорят, она в сейфе. Я говорю, а почему? Это инвестиция. Я говорю, а почему это, как объяснить? Он говорит, ты молодой перспективный художник. Говорит, сейчас твоя работа стоит 10 тысяч долларов, я знаю, что через 5 лет это будет 100 тысяч долларов. Дай бог тебе здоровья, но когда-нибудь она будет $1 миллион стоить, пускай она полежит. Вот, вот так они объясняют это, да? У тебя 10 тысяч долларов карандаш стоит? Когда коллекционеры заказывают, там минимальный ценник от 1000 долларов, 1000 евро начинается. И может быть намного выше, когда речь идет о какой-то уникальности. Уникальность, что я подписываюсь, что я больше ее не буду повторять. А иногда заказчик говорит, вот ты вот это сделаешь, и все, и ты не должен больше повторять. Ты специальный документ подписываешь? Да, ты не должен это... Иногда подписываю документ, что я не должен никому говорить, что я сделал и для кого. Первый раз, когда мне такое предложили, я был просто вообще в шоке. И по дурости назвал низкую цену. Но когда такое повторилось и повторилось, я уже стал ценник серьезно поднимать, потому что я говорил, ребята, извините, за молчание надо платить. Чувствуется бывший следователь. Возможно. И, допустим, всегда чешется сказать, да, у кого какая работа. То есть это лица первой величины, допустим, да, в странах по всему миру. Президенты были? Не буду говорить. Бумаги первой подписывал. величины? Первой величины в шоу-бизнесе, первой величины в мире моды. А в списке Forbes были кто-то в Были. российском? И в российском, и в американском были. Чичваркин, может быть, Тиньков, Галицкий. Я думаю, у них другие интересы. Вообще соотношение клиентов за пределами России 1 к 100. То есть 1 из России, 100 за рубежом. Второй вид доходов сейчас, который превышает все остальные, это честно скажу, это промоушен песен на ТикТоке. Очередь из заказов. Видимо, хочется всегда людям чем-то еще удивить. То есть мне дают песню, какой-то сонг, я делаю под него видео, показываю на одобрение, говорит, окей, и все, выкладываем. Сколько стоит у тебя заказать промоушен клипа? Сейчас цены, я честно могу назвать, где-то от $500 за одну песню. Это будет в том случае, если от меня не требуют какую-то эксклюзивную скульптуру, тогда цена будет выше. А если это какой-то эксклюзивный заказ, вот они заморочили, сказали, нам вот именно вот так надо и никак иначе. Если мне творчески это будет интересно, я соглашусь, и цену существенно буду повышать. Так, и сколько стоит такой специальный карандаш, если по специальному заданию? По-разному, очень по-разному. Может и $3000 стоит. Я выбрал для себя такую тактику. Я, если не хочу делать, я поставлю такую цену, что если они вдруг на нее согласятся, то я тогда, скорее всего, скажу, окей, за эти деньги, наверное, стоит сделать. И это уже, конечно, совсем проституция, на мой взгляд. Такой вздохнешь, деньги все-таки хорошие, ладно, давай, поехали, конечно. Но что еще есть там? Выставки. Выставки? Да, выставки, конечно же. Сами выставки, они очень много не приносят, но зато после выставок, допустим, как такой, знаешь, как дивиденды, фидбэки такие приходят, что приезжают уже подписчики к серьезным заказам. Если ты приезжаешь на открытие выставки и делаешь онлайн-показ, то есть это обычно как ставят стол, микроскоп, и онлайн на экран транслируется, как ты в прямом эфире создаешь какую-то скульптуру. То есть это еще плюс к твоему основному гонорару. А ты, получается, обошел вот эту всю систему ярмарок, выставок, традиционных продаж искусства. Как это происходит? Вот есть ярмарка там в Москве Космоскоу, значит, там арт-дилеры выставляют картины какие-то, все ходят, выбирают и только тогда покупают. Зачем мне дилеры? Все эти дилеры, союзы художников, все эти старперские галереи, издательства, критики, да, вот это все, это пережиток прошлого. Сейчас есть интернет, ТикТок, Инстаграм, это пример. Тебе никто не нужен. Если ты хоть чуть-чуть понимаешь в СММ сам, да, то тебе уже никто не нужен. То есть клиент всегда сам придет на твой контент. Тебе нужен просто скоростной интернет и возможность показать свое искусство в каких-то соцсетях. Да? И вот если твой контент интересный, тебе ничего не нужно делать, он сам сарафанится. Там эффект снежного кома. Паблики начинают друг у друга воровать, выставлять. Конечно, в конце выяснится, что даже твое имя не кредитуют, то есть, да, там не пишут, что это ты создал.
но тем не менее уже работа становится узнаваемой, видосы узнают. Вот. Сейчас китайцы и индусы очень много воруют, допустим. Да? То есть мне постоянно присылают мои подписчики, что в Китае, значит, в китайском ТикТоке мое видео без моего упоминания набрало там 500 000 просмотров. Обидно немножко, да? А потом ты как туда приедешь, как Витас с карандашом. Мне нравится фильм, несколько раз пересматривал, «Sugar Man», да, когда Сикстер Родригес приехал в ЮАР, смотрел? Вот, приезжает в ЮАР, и как его там встречают. То есть, и вот я этот фильм смотрю, всегда плачу в конце, да, потому что человек прожил вот такую жизнь, и потом, как это все перевернулось для него, да. Может быть, если я приеду в Китай, и меня там встретят так, как встречали Сиктора Родригеса, да, то есть Сикстера Родригеса, то может быть. Но пока сам же знаешь, что такое Китай. Они все воруют, и никто тебя не вспомнит там. Я знаю, сейчас много последователей у меня и в Китае, и в Тайване, там, в Таиланде, в Индии. Индусы вообще мне каждый день почти пишут, легендой меня называют. Вот, и просят рассказать, как я делаю, из чего я делаю, возьми в ученики. Forbes Digest. Друзья, согласитесь, Салават Фидаи из Уфы – самородок и большой талант. Его искусство микроскульптуры уникальны, его работы хрупки, единичны. И не факт, что сам Салават сможет повторить точь-в-точь свое произведение второй раз. Относиться к ним нужно бережно, сдувать пылинки со стеклянного купола. Гарантий нет никаких. Родись он не в Уфе, а где-нибудь в Сент-Имье, швейцарской коммуне в кантоне Берн, с такой развитой мелкой моторикой, точностью и креативом, наверняка бы стал часовым мастером в Ланжин, часовой мануфактуре, основанной в 1832 году. В этом году известные на весь мир Ланжин обрели свой первый собственный дом в России, в самом центре Москвы, улица Кузнецкий мост, дом 7. Конечно, Forbes сразу же пришел в гости. Сейчас мы находимся в VIP-зоне бутика с мини-библиотекой, а также здесь есть отдельный зал, где представлена постоянно действующая экспозиция с историческими моделями Ланжин из музея бренда в Сент-Эмье. В бутике представлены Пресанс, Ланжин Мастер Коллекшн, Ланжин 1832 и другие канонические модели. Кроме того, новая коллекция Longines Spirit. В нее вошли модели, созданные по тем же принципам, что и часы известных первопроходцев, покорявших воздух, сушу и море. Они полагались именно на часовые инструменты Longines. Легендарные авиаторы и исследователи Амелия Эрхарт, Поль Эмиль Виктор, Эленор Смит и Говард Хьюз на практике оценили надежность устройств с эмблемой в виде крылатых песочных часов. Сегодня мануфактура представляет новые модели, в которых увековечен новаторский дух смельчаков. Эти великие мужчины и женщины своими рекордами, подвигами и исключительной храбростью оставили след в истории, мотивируя следующее поколение расширять границы возможного. Все модели из коллекции Longines Spirit оснащены высокоточными технологичными механизмами, получившими сертификат хронометра. Мне особенно понравился вариант авиаторских часов в темно-синем цвете. Выбрать свои будущие часы Longines вы можете прямо сейчас на официальном сайте, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Синий – просто бомба. Forbes Digest. Многие творческие люди, насколько я их знаю, я в принципе знаком с арт-миром, они немного парят, они считают бизнес чем-то вторичным и занимаются сугубо искусством. Я говорю, наверное, о том, что многие люди непосредственно, они либо рисуют, либо поют, но они никак не занимаются упаковкой своего продукта и его продвижением. Если бы ты занимался только микроскульптурой, да, фотографировал ее как максимум, и то многие художники даже свои работы в Инстаграм не выставляют. Да, есть. Ничего бы не получилось? Думаю, что не получилось бы. Потому что это как писать письмо на деревне дедушки, что мало работать, быть выдающимся художником, нужно это показать людям. Потому что если ты будешь делать в стол или оставишь в своей мастерской, никому не покажешь, как об этом узнает весь мир. Поэтому нужен Инстаграм, нужны другие соцсети, да, и в том числе ТикТок вот недавно появился. И нужно не просто фотографировать и не просто снимать, делать это на уровне, на высоком профессиональном уровне. То есть картинка должна быть сочной, яркой, вкусной, привлекательной.
потому что в этой пестрой ленте ты должен как-то выделиться. Иначе просто тебя пролистают и все. Вот профессиональные критики могут нас смотреть и сказать то, что ты на самом деле занимаешься не искусством, а так просто тиражируешь свои карандаши, рубишь деньги, и вот от того высокого искусства ты далеко. Что ты на это ответишь? Я бы с ними согласился, если честно. Потому что искусство в чистом виде, оно, наверное, все-таки должно быть далеко от денег. Но в этом случае художник должен быть обеспечен, и для него деньги должен, так скажем, вот этот денежный поток создавать кто-то другой. Это либо меценат, либо какой-то спонсор, да, либо его там супруга условно должна деньги зарабатывать, а он у нее на содержание. Либо он уже должен продавать свои произведения искусства по такой цене, то есть агент у него есть, да, или там целое агентство какое-то, да, вот. Он не должен думать о маркетинге, а должен думать только об искусстве, тогда это будет высокое искусство. А если ему приходится еще и продавать, ну, он, конечно, будет думать о том, как это продастся и что ему сделать, чтобы это пользовалось спросом. А искусство в чистом виде, оно все-таки, наверное, должно отдельно жить от коммерции, от предпринимательства. Ford Digest. Ты знаешь, обычно у мужчин, когда случается кризис среднего возраста, они покупают себе там квадрокоптер или красный кабриолет. Ну, вот такие безответственные вещи, которые не обязывают тебя к чему-то серьезному. У тебя все-таки 3 детей, большая семья, я подозреваю, кредиты, наверное, тоже были. Как это произошло? Что ты сказал своим детям, своей жене? Папа у нас был солидным юристом, а завтра он будет выпиливать из карандашей Джастина Бибера. Первое, что я сделал, это закрыл все кредиты. Ну, как я их закрыл? Я взял, продал дом двухэтажный свой. В итоге получилось, что я, продав дом, стал строить другой дом, ну, поскромнее уже, одноэтажный, но зато стал финансово независимым. То есть у меня появились деньги, на которые семья могла жить около года, допустим, да. Ну, честно говоря, не хватило на целый год, потому что мы привыкли к определенному, так скажем, уровню жизни и не хотели его терять. Вот. А когда не хватило денег, я стал продавать какое-то имущество из дома, да, но не как люди, которым необходимо получить дозу, да, а просто, чтобы прокормить семью, ну, например, там, я велосипед свой продал, свой любимый, да, то есть горный велосипед, на котором новенький, он еще там как следует и не запылился. Вот. А потом, когда вот несколько картин уже я продал, как художник, да, и я понял, что на это можно худо-бедно как-то начинать жить. И вот был такой момент, когда я все-таки сорвался и супруге говорю, что не получается. Наверное, все, придется на работу возвращаться. Стыдно было возвращаться в ту же компанию. Я хоть и хорошо расстался, но понимал, что как бы туда же возвращаться как бы это не то. Стал искать другие предложения, на собеседование стал ходить и так далее. Но в один вечер супруг говорит, что слушай, давай-ка ты еще попробуй. Потому что, я чувствую, что это не то, это вот не твое все-таки. Давай ты будешь художником. Именно благодаря супруге, поддержке детей, как бы вот все-таки остался на этом пути. До встречи со своей супругой, ее зовут Регина. Вот. Это очень замечательная женщина, действительно, я думаю, что она святая женщина. Получилось так, что мы встретились с ней в родной моей деревне, в которой я родился и учился в школе. И ее родители, и мои родители и проживали в этой деревне. Ну и сейчас проживают, да. Это деревня Красный Восход. Это у подножия Уральских гор, на границе Челябинской области. Такое шикарное, красивое место. Такое, знаете, как показывают Новую Зеландию, где хоббиты живут. Вот такое красивое место. Вот. Ее родители жили в этой же деревне, и мои тоже, да. И мы в сельском клубе на дискотеке встретились с ней. Она из Уфы приехала к бабушке навестить, бабушку свою, и вот мы в клубе встретились. Про нее я могу сказать, что, вот как есть поговорка, что генеральская жена должна выходить замуж за лейтенанта. Вот это про нее, потому что она во мне что-то разглядела такое, да, что это вот сейчас можно, допустим, в том положении, в каком я оказался, можно увидеть какой-то потенциал на будущее, да, а в человеке, который в основном из себя ничего не представлял, был обычным офисным клерком, да, то есть, и, никто был, да, и как-то во мне что-то разглядеть, полюбить такого человека, вот, наверное, за это я всю жизнь буду ей благодарен. А теперь, если к началу вопроса, как же так она позволила мне это сделать, хочу сказать, что, наверное, это был единственный человек, который поддержал меня в тот момент, и вот благодаря именно Регине я стал художником на самом деле.
потому что ни мои родители, да, при всем уважении, ни мои друзья, никто меня в тот момент не понял совершенно, не сказали, ну, ты вообще, блин, кукушка съехала, потому что, ну как, ты получаешь зарплату такую, что все наши родственники столько не зарабатывают в месяц, да, и ты хочешь это бросить и семью оставить на произвол судьбы, ты что, чокнулся совсем, что ли? И в тот момент, вот только благодаря ее поддержке я смог пойти дальше, потому что если бы она тогда не сказала, если бы она тогда меня не остановила, я бы сейчас здесь бы не сидел, разумеется, не разговаривал с вами. Как она тебя именно поддержала? Расскажи об этом. Мало того, что она разрешила мне целый год ничего не делать, что значит ничего не делать? То есть это никто тебе не клюет в мозг, иди на работу, найди работу, где деньги, вот этого всего не было. То есть она занималась полностью детьми, тогда дети были маленькие, она занималась хозяйством, то есть не просто домохозяйка, весь дом на ней был, да? А мне оставалось только лежать, смотреть в потолок и мечтать о чем-то, да? Что же я хочу, куда же мне идти, кем же мне быть, вот это все, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды в голове, да? Целый год, представляешь? Она разрешала мне уезжать на какие-то тренинги в Уфу, да? Я мог уехать на тренинг в обед, а приехать в 2 ночи. Это называлось тренинг, да? И она верила, что это был тренинг. Регина, это был действительно тренинг, то есть миллион свидетелей, вот. Потом были различные СММ-тренинги, там научился правильно делать Инстаграм, правильно вести себя. То есть, и вот в тот момент, когда я понял, что ну, что-то у меня не то, короче, и вот она сказала, вот, ну попробуй то, что действительно тебе хочется, не думай о деньгах, вот просто не думай о деньгах. Мы справимся в любом случае. Ну, в конце концов, съездим у родителей картошки возьмем, там, будем варить картошку и ну, как-то проживем. Если нужно будет, мы и этот дом продадим, уедем еще дальше в деревню. То есть ты, главное, найди, что ты хочешь делать, потому что я, ну, не знаю, что-то видела, верила во что-то, понять не могу. Салават, заработай. Что мы сейчас будем делать, Салават? Ну, я думаю, давай попробуем начать делать маленький сюрприз для вашей редакции. Давай попробуем сделать... Человек с маленьким ножом решил сделать маленький сюрприз для нашей редакции. Да. Попробуем сделать фирменную надпись вашего журнала. Логотип. Логотип Forbes. Вот скажи, в этом деле у тебя одна попытка всегда? Сколько карандашей ты сломал? Ну, я не считал, сколько я сломал. Наверное, когда я начинал это делать, часто ломались, потому что еще учился, так скажем. С опытом приходит уже понимание материала и, как говорится, сопромат, так скажем. Ты их делаешь по несколько дней. Да. И вот когда вот в конце 2-го дня он может сломаться, это же безумие, наверное, какое-то. Ты психуешь, срываешься. Вообще нет. То есть это же такой медитативный процесс. Это состояние души, когда сломался такой, ну окей, значит, ты устал, значит, в другой раз. Ты, наверное, не сможешь наемного себе взять такого же подмастерья, да? Были предложения. Сложно, наверное. Дескать, а почему бы тебе не нанять там несколько гастарбайтеров, которые будут делать для тебя, а ты будешь это выдавать там за свои изделия, да? Или индусов там очередь целая просится, ну, ученики, пусть ученики делают, ты будешь... Нет, это уникальность в том, что вот я один это делаю, и ну, можно повторять, но это уже будет не моя работа. Продемонстрируй нам, что у тебя за инструменты, что это такое. Микроскоп? Ну, основной микроскоп, единственный и неповторимый инструмент, это вот скальпель такой, да, или ремесленный нож его называют, со сменными лезвиями, и вот карандаши. Обычные карандаши, которые можно в любом магазине купить. Сначала отсечем все лишнее, по-моему, сказал Микеланджело. И вот пока до грифеля не дойдешь, можно, в принципе, довольно грубовато работать. Это хорошие карандаши, какие-нибудь из Европы, да? Нет. Вот все, что есть в канцелярских товарах или в магазине художников. Вот это, к примеру, да, вот. То есть ты еще и отечественные карандаши продаешь так дорого? Не всегда. Брауберг-Ча фирма, германская, Ну да. да. Ты знаешь, что я понял, Салават? Вот говорят, что у нас в России любят дешево продать лес Да. в Европу, в Да. Америку. Да. Потом в виде вот этих карандашей нам в 100 раз дороже вернуть, Да. а у тебя получилось еще в 1000 раз дороже вернуть это обратно. Ну да. Кстати, во сколько раз я не считал ни разу. Ну, стоимость карандаша 60 рублей, допустим, да? Если за 1000 Маржинальность неплохая у тебя. За 1000 долларов, если продаешь, сколько получается? Ну ты пока пили, я посчитаю. Да, давай посчитаем. 60 рублей карандаш. Да. 1000 долларов это сегодня 80 тысяч рублей. Да, кстати, недавно опять скаканул. 1333 раза дороже.
Ford Digest. Когда я собирался стать художником, я поступал на худграф. Я не закончил художественную школу. Из деревни меня родители отправили учиться на художника в Уфу. Вот 2 года я там проучился, и классный руководитель вызвала родителей и сказала: если вы Салавата не заберете домой, то здесь он испортится совершенно, и вы его потеряете. Они ее послушали. 11 класс я заканчивал уже в сельской школе. Вот. Но, тем не менее, я по настоянию родителей поехал поступать снова в Уфу на худграф, на художественно-графический факультет. 2 экзамена сдал на отлично, а черчение засыпал, завалил. И не поехал домой, и родителям ничего не сказал. В итоге поступил на коммерческий, значит, факультет, на вуз другой, это был уже юрфак, вот, и пошел по, так скажем, по рекомендации друзей. Вот сейчас модная профессия. Юристы, экономисты. Да, так далее, типа деньги будут, все нормально, а художник это несерьезно и так далее. Вот, и закончилось тем, что после юрфака я поработал какое-то время в правоохранительных органах, там мне не понравилось, пошел... В МВД? Да. Ну, работал следователем, если прямо сказать, да. Но эта работа мне категорически не понравилась. Она не такая романтичная, как показывают в кино, да, то есть это ужасная работа. Не улица разбитых фонарей? Нет, совершенно нет. А чем ты занимался там? Ну, расследовал преступления, кражи велосипеда, кражи картошки с приусадебного участка, там вот что-то такое, да. Там не было перестрелок, погони или каких-то там дел по расследованию, там, кражи миллиона там, какого-то, да, то есть нет, это очень примитивно все было. Вот. И такой уровень, даже дело не в уровне, сам менталитет, простите за каламбур, вот сотрудников милиции, да, он как бы совершенно не подходил мне. И я там 3 года проработал, ушел, устроился уже на коммерческое предприятие одно, потом другое, потом третье. Поднялся до, так скажем, топ-менеджера, да, но не топ-менеджера «Газпрома», а просто на уровне Уфы, замзамыч такой, да, и, ну, все удовлетворяло, все было классно. Ну, вот в какой-то момент произошло вот это выгорание, кризис среднего возраста. Да, кабриолет, в нашем климате кабриолет я не стал покупать, Ламборгини, Порше я бы не потянул. Да, любовницу я не хотел, у меня замечательная молодая классная жена, то есть и какие-то принципы есть. Вот. И так я пришел к тому, что вот я решил уволиться. Да? Долго шел к этому. Ford Digest. Мы сейчас в центре Уфы, это твое место вдохновения? Да, я бы так сказал, это место называется Арт-Квадрат, и здесь много креативных людей создали такое арт-комьюнити, арт-пространство, где у всех есть место для того, чтобы как-то проявить себя и хорошо провести время. Уфа вообще бедный город? Я бы так не сказал. Это довольно крупный город на Урале, это миллионник. У тебя никогда не было мысли переехать из Уфы? Но однажды такая мысль возникла, и я 2 года назад пытался покинуть Уфу, но, наверное, я прежде всего поддался такой общей тенденции, что под вот этим лозунгом «пора валить», нужно покинуть этот совок и вот куда-то свалить на запад, в то место, где можно, дескать, реализовать себя, добиться чего-то большего, стать успешным именно там, на Западе. Вот, и поэтому у меня появилась такая цель, что покинуть Россию. И даже, я честно скажу, было желание покинуть Россию навсегда. Вот, я продал свою недвижимость, свое имущество, собрали какие-то деньги, какие с этого получились, и всей семьей переехали в Соединенные Штаты. Там у меня дети устроились в школу. Это было Майами, а потом мы переехали в окрестности Майами, это Бока-Ратон, уже более престижный район. Вот. И, так скажем, начали пытаться ассимилироваться, становиться американцами. Но через полгода ко мне пришло такое понимание, что все-таки я, наверное, больше русский, и мне пытаться стать американцем уже, наверное, или поздно, или, может быть, я выбрал неудачное время. Все так сложилось, что мы всей семьей единогласно практически решили вернуться назад в Россию. А с какими ты трудностями столкнулся в США? Ну, первая трудность – это, наверное, как-то непонимание местного менталитета, непонимание людей. Несмотря на то, что в США тоже все понаехали, и там это страна иммигрантов, при этом все равно мне сложно было подстроиться к их менталитету.
к фальшивым улыбкам, к постоянному тотальному контролю государства, к тому, что все люди контролируют друг друга, к какой-то дисциплине, я не знаю. В России все-таки более свободные люди, мне кажется. Ну, по крайней мере, я это ощущал как художник, и как художнику мне было некомфортно в Штатах, как оказалось. Вот мои ожидания не оправдались совершенно. А тебе получалось там зарабатывать, работать? Ты же никак, по сути, не привязан к месту. Вот дело в том, что я и понял, что не обязательно жить в Соединенных Штатах, а можно прекрасно, так скажем, поддерживать торговые отношения с любой страной, в том числе со Штатами, находясь в любой части мира. И жить там, где мне комфортно как художнику, где комфортно творить, создавать, как оказалось, именно вот в родном городе, это лучше всего. А ты читал пост Павла Дурова про США, где он рассказывал про то, что там это полицейское государство, там ужасная медицина, проблемы с кругозором у американцев? Не читал, не знаешь? Читал. И как Да, я с ним как бы, отчасти согласен, но здесь нужно посмотреть не в целом на США, а, наверное, нужен какой-то опыт проживания в конкретном штате еще с определенным уровнем дохода. Если у тебя доход выше среднего в США, то там и медицина будет замечательной, и все окружение вокруг тебя будет совсем другое. Вот. Или наоборот, если ты на welfare, если ты на социальном обеспечении, то у тебя тоже будет все нормально, и медицина будет примерно как в России. Да? Я думаю, здесь важно, в какую среду, в какое место и даже в какой штат ты попал в США. То есть даже каждый штат отличается. Если он жил в Сан-Франциско, это одна медицина будет, да, и другие люди. Если ты где-то в Теннесси, там в Техасе жил, то это совсем по-другому будет. У нас в стране многие люди, амбициозные люди, когда хотят достигнуть чего-то большего, переезжают в Москву, в Санкт-Петербург, там, иногда в Краснодар. Ты остаешься здесь и даже вернулся из Америки не в Москву, а именно в Уфу. Я таким космополитом в итоге стал, что если я почувствую, что мне хочется какие-то получить новые эмоции, какой-то новый опыт, я могу легко переехать, допустим, как в Москву, так в Петербург, так и в Сочи, к примеру, да. Вот, пока мне комфортно в Уфе. Я бы не сказал, что я патриот Уфы, но я считаю себя уфимцем, считаю себя как бы частью этого города, частью этой страны, республики. Но патриотизм – это такая сложная вещь, она больше относится к государству, чем к родной земле. Вот. И, наверное, просто я люблю свою родную землю, мне нравится здесь жить, здесь находиться, как-то так. Но это не патриотизм. Forbes Digest. Расскажи, как TikTok изменил твою жизнь? Ты там зарегистрировался в 2019 году и за 1 месяц набрал 1 миллион подписчиков. Ну, это был, конечно, шок, потому что, например, в Инстаграме я за 6 лет до сих пор не набрал 1 миллион подписчиков, да? А в ТикТоке за месяц набрать 1 миллион, и потом в следующем месяце опять 1 миллион, в следующем месяце еще 1 миллион, то есть это вынос мозга полный, потому что ты видишь, какой там охват, какая там активная аудитория, и просто, не знаю, теряешь как-то самообладание в какой-то момент, думаешь, вау. И ТикТок для меня был просто чистый эксперимент. Я понимал, что Инстаграм уже как-то загибается, Фейсбук вообще ни о чем, YouTube это как-то не мое. Я попробовал лайки, мне это не понравилось. Попробовал еще там какие-то там похожие на TikTok платформы, тоже не понравилось. И тут моя младшая дочь, она, Сонечка, она говорит, давай вот это попробуй. Я говорю, ну, давай посмотрим. Сели с ней, на ее телефоне я посмотрел, она объяснила, что как делать примерно. Я пошел к себе в кабинет. И где-то там за 2 дня что-то у меня получилось, первое видео выложил. Ну, условно, я там в 9 вечера выкладываю видео, пошел там кино посмотрел, возвращаюсь, у меня 1 миллион просмотров через 2 часа на этом видео. Я такой думаю, не понял что-то. Еще раз полистал, все проверил, точно 1 миллион просмотров. Думаю, как такое? Дочери показал, она такая, ничего себе, ты, говорит, попал в реки. Я говорю, а что такое реки? Она говорит, ну, в рекомендациях. Я говорю, да, в Инстаграме у меня тоже рекомендация. Я говорю, ну, не то, что я там совсем бумер, да, который ничего не понимает. Ну, то есть именно технологии ТикТока не совсем были понятны. Я говорю, ну окей, давай другое видео выложим. Другое выложили, там, ну, условно, там 500 тысяч просмотров в течение дня. Ну, она говорит, ну, не выстрелило, бывает. Хотя, говорит, я никогда в жизни не видел, что первое же видео столько набирало. Вот. И потом пошло-поехало. Что еще помогло? У меня был большой архив видеоматериалов, накопившийся за 5 лет. Я начал их подгонять уже под формат ТикТока, то есть vertical видео, там и 15 секунд нажимать. И вот эта регулярность выкладывания видосов
привело к тому, что вот и как начал контент очень качать, и пошло. У меня даже такая традиция потом появилась, что когда день миллион, короче, да, я на всю катушку дома включаю танец Джокера на лестнице знаменитой, да, короче, и джига-дрыгу танцую, чтобы никто не видел, короче, на радости. После миллиона подписчиков пошли миллионы рублей доходов. Как это там работает? Миллионы рублей доходов, конечно же, не пошли сразу, потому что как бы миллион подписчиков тебе еще ничего не дает. Ну, потенциал просто, да? У тебя 10 миллионов подписчиков. Ну, сейчас да. А миллионы, наверное, я бы сейчас не сказал, что прям такой поток миллионов, да? Я сейчас очень хорошо зарабатываю, и намного больше, чем я зарабатывал, когда не пришел в ТикТок. Мне хватало, так скажем, закрыть все мои потребности, но на что-то еще нет. А вот сейчас могу честно сказать, что благодаря ТикТоку я квартиру купил, пока в Уфе. Вот. Мечтаю, когда-нибудь, может, смогу где-нибудь в Москва-Сити квартиру себе купить, просто для понту, да? Вот. Но в Уфе я купил прекрасную квартиру в центре, сейчас там делаю ремонт, вот, и я доволен. Если бы не было ТикТок, я не знаю, через какое время это у меня получилось бы. Когда у тебя получилось там первый миллион заработать с ТикТока? Я думаю, месяца через 3 где-то. Ты отдыхаешь, когда работаешь, или это все-таки труд? Наверное, если это был бы труд, я бы уже это все бросил, перестал бы это делать. Это как бы состояние такой и души, и разума, все вместе. Я же вот говорил, что какое-то единение. Салават, и ты так каждый день? Ну, не каждый день, но сейчас чаще из-за ТикТока, потому что ТикТок очень прожорливый до контента. И пока он есть, надо поработать. То есть ты вот с утра, какое у тебя расписание твое, график? Ой, самое свободное, потому что счастливый человек еще и в этом. Я встаю тогда, когда я проснулся, а не во сколько там будильник. Просто встаю с кровати, иногда могу спать еще. То есть вот походил, чувствую, еще спать хочу. Пошел, опять лег, сплю. Во-первых. Во-вторых, тоже там по графику дня вот сажусь работать тогда, когда появляется желание работать. Без вот этого желания у меня просто, я знаю, ничего получаться не будет. Еще я прислушиваюсь к себе, дрожат руки или не дрожат. То есть они дрожат не от того, что я там накануне погулял с друзьями, а от того, что просто организм или напряжен, или, наоборот, слишком сильно расслаблен. И вот не хватает такой концентрации. А здесь концентрация обязательно. Forbes Digest. А за кем наблюдаешь в ТикТоке? Вот 3 твоих любимых тиктокера. Ну, я наблюдаю за многими. Если посмотреть, на кого я подписан, это сразу будет понятно. За несколькими художниками, кто выставляет свое искусство в ТикТоке, за несколькими тиктокерами из России. Ну, конечно, за нашей Диной Басаевой наблюдаю, Клава Кока, там, Милохин, допустим, да. Поглядываю, наблюдаю, просто смотрю, значит, какие треки они используют, да, что в тренде, куда идет направление, да. Так, ну здесь какие девчонки я вижу. Соуи Джонс, да, вот, это она мейкап-артист интересная. У нас заказчик общий был, так я его увидел. Миша Галустян. Да, кстати, он очень неплохой тиктокер, и он поймал, так скажем, что можно делать интересные вайны именно в духе ТикТока. Иногда в тренде что-то у него хорошо заходит. Вот Галустян, там, Малахов, Басков, они, на твой взгляд, не выглядят нелепыми в ТикТоке? Басков с Малахом очень нелепо выглядят, да? Капец на улице Дубео. Просто холодео, замерзео. Просто холодео. То есть, допустим, та же Краснова прекрасно вписалась, да, со своими вайнами. А вот, кстати, это аккаунт моей дочери, разумеется, на него подписан. Вот она тоже художница и делает всякие видосики. В основном что-то рисует такое, как бы детское. Некоторые видео тоже неплохо собирают. 2 миллиона просмотров с копейками. Хоккейный клуб Салават Юлаев, между прочим. Да. Уфимский флекс. Уфимский флекс. Я им, кстати, помогал начать ТикТок, консультировал, как лучше и что делать. Вот, ну, что-то они не очень активно развивают, но немножко получается. Forbes Digest. Просмотров вот с твоей огромной аудиторией ты ничего не зарабатываешь. ТикТок за просмотры сейчас не платит.
и не знаю, когда будет платить. С YouTube иногда прилетают бонусы в виде неожиданности, потому что я не ютубер, и специально ролики туда не клепаю. Да? Я делаю в последнее время компиляции видосов из ТикТока, оставляю на YouTube, так, пусть будет. Иногда там выстреливает, то есть у меня там несколько роликов, там что-то 10-12 миллионов просмотров набрало, да. Прилетело оттуда там пару тысяч долларов, $1500 там в месяц. Потом 2 месяца пустота, потом опять $1000 прилетит. А Инстаграм? Инстаграм всегда и был, и остается, так скажем, просто рекламной площадкой для привлечения каких-то серьезных клиентов. Вот так. Потому что я считаю, в ТикТоке все еще мало таких больших брендов, мало серьезных клиентов, и взрослая аудитория, я имею в виду коллекционеры, музеи, какие-то галереи, они ТикТок, наверное, до сих пор еще как-то не рассматривают как что-то серьезное. Как было и с Инстаграмом, да, 6-7 лет назад, когда все думали, что это губы и еда, вот, и все. То есть там нечего делать в Инстаграме. Потом Инстаграм стал уже медиаплатформой. С ТикТоком будет то же самое. Ты разгадал вот этот тайный алгоритм ТикТока, как делать так, чтобы видео набирали просмотры? Прям святой грааль, потому что если бы они хотя бы его оставили нетронутым, какой он был в самом начале, но они уже 8 раз меняли, я уже махнул под него подстраиваться. Все, что остается, это делать просто хороший контент, как говорится, качественный контент, да, и он сам себя будет раскручивать. И под алгоритмом, бесполезно подстраиваться. Есть цензура в какой-то степени, да, китайская цензура, есть европейская цензура, есть даже на российском уровне цензура. А что у тебя могли блокировать? Да элементарно, я вырезаю ножом, и компьютер распознает мелькающее лезвие, иногда как острый режущий предмет, да, и может тупо остановить продвижение ролика, либо сразу его забанить. И тогда уже вручную модератор смотрит, это же Салават Фидаи, у него всегда так, и пропускает видео. То есть потом, я понимаю, что в ТикТоке у меня 90% это дети аудитории, да, и мне не нужны цензоры, чтобы я что-то такое выложил, за что мне было бы стыдно и перед родителями, и перед этим ребенком. А сам ты с детям разрешаешь ТикТоком пользоваться? Я пытался контролировать вот это вот человека-часы просиживания за гаджетом, потом плюнул, понял, что это уже другое поколение, и поколение Z, и там зумеры, и как их ни назови, да, я их вообще предпочитаю называть индиго, поэтому я не контролирую их. Они делают, что хотят. То есть сколько хотят в гаджетах, что хотят там делать, что хотят смотрят. Вот недавно мне понравилось, как один замечательный человек сказал, на всякий случай не буду его называть, он сказал: «Родил, отойди». Вот мне так понравилось это выражение. Окей, это сказал Шендерович. То есть «родил, отойди». Прям выбить охоту где-нибудь в своей квартире, так это большими буквами. Я должен просто помочь ребенку стать счастливым. Не выбрать профессию, не закончить там какой-то вуз, да, не стать там достойным человеком, уважаемым человеком, да, не зарабатывать там миллиарды, да. А я хочу просто, чтобы он был счастливым. Если я буду видеть, что он счастливый человек, что он светится от счастья, вот это все, что мне нужно. А моя задача как родителя – обеспечить условия для того, чтобы он как можно скорее стал счастливым человеком. И уже он оставался им без моей опеки, без меня. И поэтому дочь у меня учится в хорошей гимназии в Уфимской, сын у меня учится на худграфе в Уфимском училище искусств. По папиным стопам пошел? Да. У него практически не было выбора, потому что единственное, что он больше всего любит делать, это рисовать. Ему это нравится. Потом, если он пойдет в IT, пожалуйста. Если он пойдет на юриста, да ради бога. Если он начнет танцевать, петь или пойдет на актера учиться, да пожалуйста. Но если его это сделать счастливым, если он будет получать удовлетворение от жизни, окей. А про ТикТок у меня дочь с помощью ТикТока купила себе 11-й iPhone. Сама заработала? Да. У нее тоже популярный аккаунт в ТикТоке? Непопулярный аккаунт пока, там, по-моему, 18 тысяч подписчиков. Очень была сложная такая коллаборация у нас с ней, и в итоге она просто помогла, своим творчеством, так скажем, с некоторой моей помощью небольшой, она помогла самой себе заработать на телефон. Так сказать. У вас такой ТикТок-хаус получается? Не совсем. Я бы хотел, чтобы они воспользовались этой возможностью, но я
пытался даже как-то поднадавить. Ты единственный папа в России, мне кажется, такой. Кто хотел бы, чтобы их дети что-то в ТикТоке уже сделали. Да, конечно, понимаешь, сейчас в ТикТоке можно сделать все, что хочешь. В ТикТоке сейчас уже есть практически все, и это все начнет раздуваться, набирать обороты, и скоро там, ну, пусть Бузова и Ивлеева, они получат свои там десятки миллионов подписчиков очень скоро. Перезаряжай, перепережай. Но кроме них там появятся люди, которых не было ни в Инстаграм, ни в Ютубе. Там будут новые люди туда придут. У меня обе дочери тоже рисуют, но они не хотят быть художниками, да. И они красавицы, они шикарно выглядят. То есть они могли бы себя показывать, ну, и как просто красивые девочки на экране, да, и липсить, и танцевать. Не хотят. Ну, окей. Можете заниматься творчеством. Папа липсить заставляет, задолбал. Почему нет? Я как на другой планете, а я в Уфе. Понимаешь, Ярослав, деньги под ногами просто валяются, во-первых, да? Ходишь, вот просто топчешь деньги, не переворачиваешь, они там гниют под низом, да? Вот. Это, во-первых, что такое ТикТок. Во-вторых, это платформа просто с охрененным охватом, с огромным, вот, так скажем, таким всепоглощающим алгоритмом, который перемолачивает все и людей делает знаменитыми за секунды там. Да? Мой пример, да, Белла Порч, там, любая, да, та же королева ТикТока, да, то есть скоро будет, наверное, отмечать 1 миллион подписчиков, да, и, ну, кто она такая? Она просто девочка, которая танцевала, да, без промоушена, без ничего. Там обычный человек становится звездой и становится миллионером. Ну, окей, отодвигаем деньги в сторону. Это площадка для самовыражения для обычных людей. Forbes Digest. У тебя уже есть команда, помощники, или ты все сам делаешь один? У меня нет никакой команды, я один все сам делаю. Снимаю видео сам, делаю фото сам, обрабатываю видео на своем маке сам. Вот для этого я освоил и Final Cut программу, и Photoshop освоил в свое время. Какие у тебя были инвестиции в твой ТикТок, в твою вот карьеру блогера, художника? Всегда думают, что я, как и все остальные, вкладываю неимоверные деньги в свою раскрутку. Да? На самом деле я такой, видимо, старой какой-то формации человек, чем-то напоминаю, знаешь, таких коммунистов. Я никому не буду платить за свою раскрутку и за свой промоушен и так далее. То есть я считаю, что художник, он должен продвигать себя только своим искусством, своим контентом. Поэтому я не платил ни Инстаграму, ни Фейсбуку, ни тем более ТикТоку или каким-то компаниям, чтобы меня продвигали, чтобы меня раскручивали, чтобы где-то... Постоянно попадается вот эта кнопка, не хотите ли продвигать свое видео, да, там везде. Вот. Нет, принципиально нет. Потому что, ну, кстати, каюсь, я в Фейсбуке один раз попробовал, просто спортивный интерес, что будет. И один раз попробовал в Инстаграме, что будет. И ничего не сработало, то есть впустую деньги выкинул. Тогда я стал спрашивать у знакомых, у друзей, кто этим занимался, у спецов. И говорят, ну, по-честному, нет, это не работает, короче. Я тогда вообще махнул на этой рукой. И вот во всяких гивэвэях не стал участвовать, во всяких взаимках, да, там вот, или не обращался к каким-то блогерам про пиар меня и так далее. С Бибером это тоже за деньги работало? С Бибером, конечно, за деньги, потому что пришли люди, сказали, нам нужно вот его трек продвигать. Я говорю, окей, это будет столько стоить, погнали. Работаешь ты дома? Да. То есть специального помещения даже какого-то не требуется, чтобы работать со всемирно известными брендами, всемирно известными блогерами, артистами. Ну, человеку в конце его жизни нужно, значит, яма глубиной 2 метра. А мне нужно пространство сейчас для жизни, для моей творческой жизни. Вот метр на метр пространства. Сейчас это в съемной квартире, пока делается ремонт в моей новой квартире. Просто стол, кусочек стола, где стоит микроскоп, и где вот я в данный момент работаю. Больше мне ничего не нужно. Но это обусловлено тем, что искусство миниатюрное, и, соответственно, место нужно миниатюрное для него. Мастерская там, где я вот сяду со своим микроскопом сейчас. Но в моих планах, в квартире, где сейчас вот я ремонт затеял, там будет отдельно уже побольше пространства, где я смогу уже показывать, вот, ребята, это моя мастерская, потому что все постоянно просят, хотят увидеть то место, где я работаю. Это у нас финальный продукт, да? Так выглядит?
Ну, можно сказать и так, да, скульптура вот под колбой именно в таком виде иногда демонстрируется, то есть это вот стеклянный купол, и там скульптура здесь. Вот здесь, если можно рассмотреть, это два сердечка, которые вот как бы сплетены между собой, сделаны из цельного грифеля. Это, так скажем, самое популярное, что мне заказывают, особенно в канун там, Дня Святого Валентина, в подарок своей любимой на 8 марта. Даже международный, кстати, заказан на 8 марта. Ну, на Рождество бывает такое, просят иногда. Но сложно их доставлять, вот, особенно вот эту. Потому что они на вид очень хрупкие. Да, очень хрупкие. И Часто он развалится. часто было, что при доставке они ломались. Приходилось повторно им либо вернуть деньги на выбор клиенту, либо повторно отправляешь. А это что? Цветок. Но это и без микроскопа видно. Да, конечно, потому что это увеличенного размера карандаш, он как бы jumbo size, и ну, гигантские карандаши их называют. У него, если у того 2 мм сечения, то у этого 5 или 6 мм. Но вот такие заказы бывают, когда человек просит, чтобы невооруженным глазом сразу было видно, что там на карандаше. Сколько времени ты это делал? Ну вот если 2 сердечка могу сейчас делать в течение одного, грубо говоря, рабочего дня, то на это где-то неделю уходит. Потому что, во-первых, она регулярно ломается. То есть ты можешь 5 дней делать стебель, и он на 5-й день ломается. То есть вот этот цветной карандаш, он максимально хрупкий. И, то есть, к примеру, он может там 2 раза за неделю сломаться, ты начинаешь заново, и может и 10 дней понадобится. Потом отдельно уже розочку, там, полдня, день, в зависимости от детализации. Салават, последние годы Уфу называют новой столицей русского рэпа. Отсюда Фейс, Томас Мраз, Алишер Моргенштерн. А как ты думаешь, в чем вот феномен, что отсюда появились там новые яркие артисты, ты отсюда новый современный художник? Есть что-то такое в самом месте? Как ты думаешь, в менталитете? Так вот я об этом и говорю, что здесь есть какая-то сила у этой земли, и она даже, видишь, меня из Соединенных Штатов назад притянула, и только здесь я могу создавать вот эти вещи, вот как бы создавать, творить, быть художником и так далее. И я думаю, и Земфира Рамазанова, и Шевчук Юрий, да, и Шаляпин, и Нуриев, допустим, да. То есть много можно перечислять тех людей, которых родила эта земля. Вот, я думаю, здесь какая-то сила присутствует, которая способствует вот этому творческому вдохновению, творческой энергии. Форбс Дайджест. Салават, мы сегодня услышали невероятную историю. Мне кажется, абсолютно счастливого человека. И я думаю, нас смотрят очень много людей, которые восхитились этой историей. Я вижу человека абсолютно состоявшегося, взрослого, который сумел поменять свою жизнь так радикально, как это, кажется, бывает только в кино. Посоветуй нашему зрителю, что нужно сделать в жизни, чтобы найти свою дорогу к счастью и к успеху, а там уже и к деньгам. Наверное, это один из самых сложных вопросов вообще в любой человеческой жизни. И насколько сложно это для молодых, я тоже имею представление. У меня сейчас старшая моя дочь Лиана, ей 20 лет, и у нее очень тяжелый период сейчас в жизни, потому что на нее давит общество, на нее давит мама, на нее давит папа в какой-то степени. Хотя я стараюсь совершенно не давить, как я раньше сказал. Вот. Друзья, знакомые, бабушки, дедушки, все от нее чего-то ждут. Я прекрасно помню это время, когда все ждут от тебя, что ты правильно поступишь, имеется в виду в нужное место, где ты потом получишь правильную профессию и будешь зарабатывать деньги, как все. Я понимаю, что сейчас совершенно иные времена, поэтому я посоветовал молодым людям, да и всем, для начала просто остановиться, потому что в наш век, когда у нас каждую миллисекунду все меняется, мы не успеваем ни зачем, то есть мы не успеваем лайкать, мы не успеваем свайпить, да, мы не успеваем зарабатывать деньги, их тратить даже некоторые не успевают. И самое главное, мы не успеваем быть счастливыми, мы не успеваем видеть себя, мы не успеваем видеть мир вокруг. Первый шаг, вы просто остановитесь, перестаньте делать все, что вы делали до этого. И сделайте паузу такую длинную, насколько вы сможете ее сделать. Я для себя позволил эту паузу на год сделать.
То есть я вышел со всего. Вот, я удалил все аккаунты в тот момент. Я удалился со всего, что можно, и стал слушать просто самого себя внутри. Буквально слушал сердце, слушал природу, шум ветра, шум дождя. Я в свое время даже побрился наголо для того, чтобы улучшить связь с космосом. Голодал, сыроедом был, стал вегетарианцем, кстати, до сих пор вегетарианцем. Кому как. Много читал. И вот эта пауза нужна для того, чтобы ты стал в мире с собой и со Вселенной вокруг. И потом ты должен начать слушать то, что шепчет тебе Вселенная. Как говорил Зеланд, шелест утренних звезд услышать, да? Как романтично. И вот в этом шелесте будет этот шепот, который будет тебе нашептывать, что тебе делать дальше. А там способов много. Ты можешь вспомнить, кем ты был в детстве. В детстве я любил рисовать, мне мама рассказывала, я ложился на пол, знаешь, так высовывал язык и мог часами рисовать. Мне говорили: Салават, иди кушать. Я говорил: не, сейчас, подожди, я еще не закончил. Мне не надо было ни кушать, ни играть, ни встречаться с друзьями, не ходить там в садик или в школу. Весь мир для меня не существовал, существовал только вот этот лист бумаги и то, что я там создавал. И нужно вспомнить вот это состояние. А когда вы бежите и постоянно куда-то гоните, да, вы этого не вспомните. Не вспомните, кем вы были в детстве. И ваш внутренний ребенок, он с вами будет всегда, но вы его так задавили уже, так затоптали, так зачуханили, да, вот всем, чем вы вот есть сейчас, вы его просто не услышите. Поэтому остановитесь и послушайте. Есть второй способ, который я тоже на себе испробовал. Попробуйте жить без денег. Но каждый может это сделать по-разному. Кто-то уехать куда-нибудь там на Тибет, да, или в монастырь, да, это типа такой аскетизм, да. А вы попробуйте просто абстрагироваться от денег и представить, что либо вот деньги вам не нужны, либо у кого получится представить, что у вас столько денег, что они вам не нужны. И в этот момент ты подумай: окей, а чем бы ты хотел заниматься не ради денег? И что бы ты хотел делать, если у тебя или денег столько, что тебе их не надо, или тебе не нужны? Просто чем ты будешь заниматься? И если это занятие совпадет с тем, чем ты занимался в детстве, то вот это будет то, что называют твоей стезей, твоим призванием, твоей судьбой. А по сути это соединение твоей души, которая это вот часть космоса, да, и твоего разума. Вот это и будет вот это состояние, в котором ты станешь счастливым человеком. Я еще учусь быть счастливым вместе со своей супругой Региной, вместе со своими детьми, вместе с моими подписчиками. А деньги здесь на каком месте стоят? В этом пьедестале? Здоровье, счастье, творчество, деньги. Но они занимают, я думаю, не последнее место точно. Они попадают на пьедестал почета, да, потому что голодный художник – это очень хреново, это я испытал. Намного продуктивнее художник, когда он очень сытый и довольный. Спасибо большое, Салават. Было очень приятно. Лайки, подписки туда, комменты. Обязательно. И в ТикТок, и везде. Пока.